Мне очень нравилось, как она готовит. Я пробовала столько невероятных блюд, которых никогда в жизни я, наверное, не съела бы здесь, в России. Например, как это были вареные бараны с асы. Эй, привет, ребята, с вами Асыч, и в своем прошлом видео я уже рассказывала о своей учебе за рубежом, и сегодня я хочу поговорить об одном важном моменте вашего путешествия – это жизнь в принимающей семье. Для меня это было волнительно, и если вы ни разу до этого не жили в принимающей семье, я думаю, для вас это также ответственный и такой волнующий момент, поэтому в своем видео сегодня я хочу поделиться своим опытом и дать некоторые советы, которые помогут сделать ваше проживание наиболее комфортным. Обычно языковая школа присылает всю информацию о вашей будущей семье примерно за месяц. И первое, что нужно сделать, это убедиться, что дорога от вашего нового дома до школы будет составлять не более часа. И также нужно убедиться, что все ваши пожелания, которые до этого вы указывали, заполняя анкету, учтены. Я имею в виду, если, например, у вас есть какие-то аллергии, либо какие-то проблемы со здоровьем, вы должны были заранее сообщить об этом, чтобы ваша семья подбиралась уже согласно критериям, которые вы указали в своей анкете. После того, как вы убедились, что вас все устраивает, переходим к следующему шагу – это виртуальное знакомство. В письме от школы обычно указывается краткая информация о вашей семье, и было бы неплохо, если ваши новые хозяева узнали бы какую-то информацию о вас. Плюс это хороший повод установить хорошие отношения еще до вашего приезда. Напишите небольшое письмо, в котором кратко расскажите о себе. Где вы учитесь, сколько вам лет, чем вы занимаетесь, пишите, какие у вас хобби. Можете немного рассказать о своей семье, о своих родителях, чем занимаются ваши родители. Если вы не уверены в том, что не допустили никаких ошибок или просто сомневаетесь в своей грамотности, просто укажите, что заранее извиняетесь за допущенные ошибки и ваша цель – поехать для того, чтобы улучшить свой язык. Поэтому, в принципе, не нужно волноваться насчет этого. Принимающая семья настроена на то, что вы можете знать язык не идеальный. Скорее всего, вы знаете его не идеально, но вы едете туда, чтобы его улучшить, поэтому не стоит совершенно волноваться об этом. Также добавьте несколько своих фото со своей семьей, фото со своими друзьями. Мне кажется, принимающей семье будет интересно заранее уже знать, кто к ним приедет. В описании под видео я оставлю пример своего письма, которое писала я для своей семьи. Может быть, это будет вам полезно. После того, как вы установили контакт, самое время продумать будущие подарки, которые вы повезете своей семье. Наилучший вариант – это какая-то сувенирная продукция с символикой своего города, с символикой своей страны. Это могут быть декоративные тарелки, например, с какими-то достопримечательностями города, или статуэтки. Не знаю, мне кажется, в любом городе есть небольшие сувенирные магазинчики, где можно это купить. Также неплохо привезти какие-нибудь сладости. Например, я везла тульские пряники, и как бы плевать, что я из Белгорода, но моя хозяйка была в восторге, это интересно. Это можно сравнить с тем, когда вы едете в новую страну и покупаете там какие-то сувениры, чтобы у вас осталась память об этом. Точно так же это классно, когда вы привезете что-то из своей страны, чтобы после вашего уезда какая-то маленькая частичка осталась в доме, напоминала о вас и о прекрасном времени, проведенном вместе. Перед приездом обязательно уведомите менеджера школы о том, к какому времени принимающая семья должна вас ожидать. Для этого рассчитайте по времени ваш маршрут от аэропорта до нового дома. Используйте Google карты, они всегда показывают более точное время. Это важно для того, чтобы принимающая семья была готова и ваш приезд не доставил никому неудобств. Когда вы уже приехали, включите на 100% всю свою вежливость и привлекательность. Первое впечатление наиболее важно, поэтому старайтесь представить себя с позитивной, положительной стороны, чтобы у хозяев не возникало никаких сомнений на ваш счет. Первый день вас обычно будут знакомить с домом, покажут вашу комнату, ванную, кухню, двор. И когда вам дадут ключи от дома, обязательно попросите кого-то из хозяев показать, как открывать и закрывать дверь, потому что здесь могут быть некоторые нюансы, и это важно, чтобы хозяева были уверены в том, что вы закроете дверь правильно, когда уйдете, никто не попадет в дом. Я имею в виду
воры посторонние. А вы должны быть уверены, что когда вы придете и хозяев дома не будет, вы сможете спокойно открыть дверь. Расспросите о том, как вы будете добираться до школы, на каком общественном транспорте лучше сделать, где купить проездной. Попросите, чтобы кто-то из хозяев прогулялся с вами до ближайшей остановки, чтобы вы это наглядно увидели. Не бойтесь, что вы задаете много вопросов, не думайте, что вы при этом выглядите как-то неловко. Это совершенно естественно, это то, что нужно знать, то, что важно вам. Принимающая семья для этого и нужна, для того, чтобы рассказать вам, как чем пользоваться и помочь вам. Поэтому совершенно не переживайте на этот счет, спрашивайте все. Вы должны быть уверены в том, что вы нигде не заблудитесь, и вы должны быть уверены в том, что вы получили всю необходимую для вас информацию. При этом лучше всего иметь при себе небольшой блокнот, в который вы всегда можете записать что-то, так как, знаете, телефон не всегда может быть заряжен, а блокнот, в котором написаны адреса всех остановок, где купить проездной, номера автобуса, какие-то прописанные маршруты, телефоны хозяев. Это всегда будет у вас под рукой, и вам будет легче в нужный момент посмотреть что-то, если вдруг какие-то проблемы с вашим телефоном или другим гаджетом. Первый день после того, как вы разложили все вещи в своей комнате, не закрывайте дверь, не засиживайтесь в ней весь день. Выходите, идите в гостиную комнату, общайтесь со всеми. Старайтесь в первый же день провести как можно больше времени с семьей, потому что потом начнется учеба, и у вас не будет так много свободного времени, вы будете учиться или где-то посмотреть экскурсии и так далее. И это важно именно в первый день выйти из своей комнаты и общаться. Именно так я и сделала. И в последний день, когда я уезжала, моя хозяйка сказала, что ей это очень импонировало, что ей понравилось, что я сразу вышла и весь день провела с семьей. Тем самым показываете свое уважение, свое желание общаться. И это хороший путь выстроения доверительных отношений с первого дня. И уж поверьте, чем дольше вы будете отсиживаться в своей комнате, тем сложнее будет выйти и начать общение. Поэтому лучше сделать это сразу. Обязательно расспросите, к какому времени вам нужно быть дома, если это принципиально важно, если, например, семья готовит ужин к определенному времени. Так что да, всегда узнавайте, в какое время приема пищи, чтобы вы в этот момент были дома, так как это довольно неудобно готовить под каждого человека, и будет гораздо лучше, если это время будет более-менее установлено. И всегда сообщайте о том, что вы можете задержаться, или вы, например, остаетесь ночевать у друзей, потому что принимающая семья несет за вас ответственность, и даже несмотря на то, что вы считаетесь взрослым человеком, никто не хочет лишних проблем, а в том, чтобы просто позвонить и сказать, что вас сегодня не будет, или вы задержитесь, придете позже. В этом нет ничего сложного, поэтому не создавайте никому неприятных ситуаций. Также заранее сообщайте о своих вкусовых пристрастиях, чтобы не поставить человека в неловкое положение. Всегда хвалите и восхищайтесь кулинарными способностями вашей хозяйки. Поверьте, это наилучший способ положительно настроить ее. Например, моя хозяйка сейчас работает социальным работником, но раньше она училась на повара и даже была помощником шефа. Родители моей хозяйки были из Ямайки, поэтому она готовила для меня национальные ямайские блюда. Например, вареные бананы вместе с морским окунем. И это был такой невероятный опыт, который я не получила бы нигде. Мне было очень приятно то, что она сделала это специально для меня, и поэтому мне всегда было легко от чистого сердца благодарить ее за это. И кроме того, я видела, что ее делает это реально счастливой, готовка ее страсть, и поэтому всегда находите такие темы, которые поднимают настроение вашим хозяевам для того, чтобы обменяться этой положительной энергией и получить такие приятные эмоции, поддержать разговор. Будьте аккуратны, всегда мойте посуду за собой, поддерживайте свою комнату в чистоте. Потому что просто представьте ощущение, что вот вы сейчас, как я, например, сейчас в своей комнате, в своей любимой комнате, и как только я представляю, что я позволила кому-то жить здесь, и этот человек наплевал на мое гостеприимство и устроил здесь беспорядок, мне становится неприятно, я понимаю, что человек просто тебя не уважает, и в следующий раз ты его не пригласишь себе домой. Точно так же будет неприятно и вашим хозяевам, которые пустили, позволили вам жить в своем доме, и при этом вы настолько неуважительно относитесь к имуществу и создаете беспорядок. Заправленная кровать и все вещи на своих местах всегда делают комнату гораздо лучше. Если же вы не будете поддерживать чистоту, сорить, устраивать беспорядок, то
навсегда испортите впечатление о себе. В семье с вами будут говорить медленно и понятно. В большинстве контрактов с принимающими семьями это прописано, поэтому никогда не переживайте о том, что вы чего-то не поймете, наоборот, спрашивайте о значении тех или иных слов, потому что это отличный шанс узнать, как люди говорят именно в реальной повседневной жизни. Не бойтесь задавать много вопросов, вам всегда на них ответят. В этом нет ничего плохого, вы здесь именно для этого. Помните, что дома в принимающих семьях могут быть не такими, к которым вы привыкли. У них может быть меньше удобств, чем в ваших домах, но это не то, на что нужно жаловаться, это то, что нужно уважать и бережно относиться. Всегда предлагайте свою помощь и соглашайтесь на любые поездки, на любые вылазки с семьей, потому что это бесценный опыт, который можно получить в бытовом плане. Вы узнаете, как живут настоящие люди в настоящих семьях в другой стране, и не упускайте эту возможность соглашаться делать обычные, простые бытовые дела, тем более хозяева всегда будут рады вашей помощи и участию с вашей стороны. После вашего возвращения обратно домой обязательно поддерживайте отношения и держите контакт со своей семьей, потому что за то время, пока вы жили вместе, вы стали друг другу родными людьми. Простых сообщений или общения по скайпу будет достаточно для того, чтобы поддерживать контакт. Если вы решите еще раз вернуться в этот город, то вы всегда сможете навестить свою принимающую семью или пригласить их в гости к себе. Это очень важно, быть благодарным за то, что они позволили жить в своем доме. Я общаюсь со своей принимающей семьей, с моей замечательной хозяйкой. И в следующий раз, когда я поеду в Лондон, я обязательно поеду навестить ее. И я благодарна судьбе, что я встретилась с этими людьми, что узнала другую культуру и смогла на какое-то время стать частью этой семьи. И мне очень повезло с моей принимающей семьей. Я сразу быстро совсем освоилась, привыкла. Я старалась придерживаться простых правил. Это понимать, что я в гостях, что я должна бережно относиться к имуществу, к моей комнате, быть благодарной. Но при этом я понимала, что на этот период в моей жизни — это мой дом, и здесь я должна себя чувствовать комфортно и свободно. И именно эти эмоции я старалась себе культивировать. Самое главное — это настрой. Я ехала с таким настроем, что у меня все будет классно, что мне понравится, и вы старайтесь настраивать себя именно так, и именно так все и будет. Если же, конечно, вы хотите испытать все прелести студенческой жизни и жить в кампусе или резиденции, конечно, можете выбрать это. Но я небольшой фанат общежитий, несмотря на то, что для учебы в университете мне пришлось уехать в другой город, но там я живу со своими лучшими друзьями, поэтому мне не хотелось жить в кампусе, мне хотелось именно жить в принимающей семье для того, чтобы прочувствовать весь этот быт, всю жизнь обычной семьи в другой стране. Я считаю, что это был бесценный опыт, и мне очень понравилось, если вы выберете такой же способ проживания. Я уверена, что и у вас все будет классно, но если по каким-то причинам ваша семья вам не подошла, или у вас есть какие-то трудности, какие-то конфликты, вы всегда сможете сообщить об этом менеджерам школы, которые подберут вам другую семью или предложат жить в кампусе или в резиденции. Это ваш выбор, и если у вас есть шанс что-то исправить и сделать это более приятным для вас, то почему нет? Это ваш выбор и ваше право. Никогда не бойтесь говорить о своих проблемах менеджерам, они здесь для того, чтобы вам помочь. Еще раз говорю, настраивайтесь на позитив, старайтесь думать только о том, что ваша поездка будет невероятно увлекательной, интересной, сколько новых эмоций, впечатлений вы получите, которых вам хватит еще на долгое-долгое время. И да, это были мои советы о том, как сделать ваше проживание в принимающей семье максимально комфортным. Я надеюсь, что мое видео вам понравилось, что оно было для вас полезным. Если так, то обязательно ставьте большие пальцы и подписывайтесь на мой канал, мне это будет очень приятно. Если у вас есть какие-то более конкретные вопросы, вы всегда можете задавать их в комментарии, я на них отвечу. Так что все будет хорошо. Не бойтесь, делайте то, что делает вас счастливым, стремитесь к самосовершенствованию. И я надеюсь, что если у вас были какие-то сомнения насчет принимающей семьи, то хотя бы на немножечко они развеялись. Так что настраивайтесь на позитивный лад, все будет хорошо. А с вами был Асыч. Пока!